В некоторых видео про новые айфоны и их фотографические возможности я упоминал, что неважно, насколько крутая камера в вашем смартфоне, а главное это, что именно вы снимаете, какую информацию передает фотография. И в принципе это так и есть. Но камеры в смартфонах Apple проделали огромный путь от крайне посредственных до по-настоящему выдающихся. И разница бывает практически незаметна, когда ежегодно переходишь с одного поколения на более новое, либо даже если пропускаешь 2-3 года между обновлениями. Отсюда может возникнуть мнение, что из года в год ничего толком не меняется, но если копнуть глубже и вернуться почти на 10 лет назад, какая будет разница? На днях откопал в своем мини-музее старенькую пятерку, которая повидала уже многое, но все еще полностью в оригинальном состоянии и, соответственно, полностью рабочая. Для телефона из 2012 года, кстати, выглядит вполне себе неплохо. И сделав много фотографий на iPhone 5 и сравнив с актуальным флагманом в лице iPhone 13 Pro Max, я офигел от той разницы и того пути, который проделали камеры и программная часть за эти годы. Но еще больше я офигел от того, что при хороших условиях старенький флагман, который стоит как пачка чипсов, еще может потягаться с самым дорогим iPhone на сегодняшний день. В этом видео я хотел бы показать, как за почти 10 лет инженеры и разработчики Apple улучшили мобильную фотографию, чтобы наши с вами памятные моменты выглядели лучше, передавали больше деталей и, тем самым, насколько это возможно, упростили нам весь процесс сохранения воспоминаний. Очевидно, что пропасть между двумя этими устройствами просто огромная. Совершенно другие сенсоры и размер матриц, скорость фокусировки, светосила, угол обзора, да и банально количество камер стало больше. В те времена мы не знали про ночной портретные режимы, машинное обучение, Deep Fusion и прочие программные штуки, которые работают благодаря новейшим процессорам, разработанным в Купертино. Но было ли все так плохо? Справедливости ради сравнивать буду фото, сделанные только на широкоугольную камеру, так как телефото и сверхширокоугольный, понятное дело, в iPhone 5 просто нет, как и модных портретных режимов, киноэффекта и прочих современных фишек и особенностей. Только основная камера, только хардкор, без ночного режима в вечернее время. iPhone 5. Основная камера 8 мегапикселей. Размер матрицы 1 на 3,2 дюйма. Объектив эквивалент 33 мм с диафрагмой 2,4. Состоит из 5 элементов. Процессор A6, выполненный по 32-нанометровому техпроцессу, содержит два основных ядра. Затраты на разработку этого чипа, кстати, оцениваются в $120 миллионов, не включая $400 миллионов, потраченных на покупку нескольких производителей чипов и десятков миллионов за лицензию на производство собственных ARM-процессоров. Из дополнительных фишек присутствует автофокусировка, сенсорная фокусировка, распознавание лиц, HDR, программная стабилизация видео и привязка фотографии к месту съемки и трехкратный цифровой зум, запись видео HD 30 кадров в секунду со звуком. iPhone 13 Pro Max. Основная камера 12 мегапикселей. Размер матрицы 1 на 1,65 дюйма. Объектив эквивалент 26 мм с диафрагмой 1,5. Широкоугольная камера с 7-линзовым объективом. Процессор A15 Bionic 5 нанометров. 2 ядра для сложных вычислений, 4 ядра повышенной энергоэффективности, 5 графических ядер, 16-ядерный нейропроцессор Neural Engine. Из дополнительных фишек оптическая стабилизация изображения со сдвигом матрицы, двойная оптическая стабилизация изображения, поддержка фокус-пиксель, ночной режим, технология Deep Fusion, Smart HDR4, фотографические стили, поддержка Apple Pro RAW, да чего тут вообще только нет. Фотовозможности смартфонов — это все-таки одна из ключевых функций, которую в Купертино каждый год улучшают, чтобы продавать нам новые модели. Хочу заметить, у них это крайне успешно получается. Да и просто сравните их размеры, разница просто безумная. Аппаратная часть с каждым годом становилась все сложнее и сложнее. В iPhone 6 Plus добавили оптическую стабилизацию изображения, в модели 7 Plus впервые основной модуль камеры дополнили телескопическим объективом, и в ход пошли нейронные сети и машинное обучение. iPhone 10 научился лучше справляться в вечернее время суток, а основная камера iPhone 10s не боялась ярких источников света. Линейка 11 Pro отметилась сверхширокоугольным модулем и потрясающей оптической стабилизацией видео. В сторис Instagram можно было сразу понять, что перед вами владелец новенького iPhone 11 Pro. Все эти этапы, хоть иногда и небольшие,
небольшие и отделяют iPhone 5 от iPhone 13 Pro Max. Конечно, усложнение конструкции камер и улучшение их возможностей негативно сказалось на надежности, и современные модели лучше стараться не ронять, так как первым делом выходит из строя та самая оптическая стабилизация, но в любом случае оно того стоит. На эти два айфона я делал снимки как на улице, так и при искусственном освещении, в том числе и при студийном свете, само собой и в темных условиях, и против солнца. В общем, все, что мы обычно фотографируем в обычной жизни. Фотографировал через стандартное приложение камеры, исключительно с автоматической фокусировкой и включенным режимом HDR на iPhone 5. В дальнейшем покажу разницу между обычными снимками и HDR, но сравнивать с 13 Pro Max буду именно их. Все-таки постобработка по умолчанию включена в новых моделях. Отмечу, что при съемке HDR у iPhone 5 уходит пару секунд на обработку снимка, и лучше, конечно, смартфон держать ровно, без каких-либо резких движений и подергиваний. Плюс оптической стабилизации, конечно же, в нем нет. Но в этом случае компактные размеры пятерки помогают легко и непринужденно держать его одной рукой. В принципе, у iPhone 5 по сравнению с 13 Pro Max есть две основные проблемы. Первая — это мало света, а вторая — это много света. Более новая модель вытягивает практически любые условия съемки. Начнем с того, что угол обзора у двух смартфонов сильно отличается. В iPhone 5 фокусное расстояние эквивалентно 33 мм, а у iPhone 13 Pro Max 26 мм. На практике это означает, что на новый смартфон с одного и того же места в кадр поместится значительно больше окружения. Для простоты сравнения, некоторые кадры с 13 Pro Max буду немного обрезать по краям. При свете дня, даже в пасмурную погоду, снимки на оба смартфона кажутся похожими, если, конечно, не вдаваться в детали. На пятерку фото темнее, но выглядит вполне неплохо. Я бы даже сказал, с легким налетом винтажности. Конечно, при увеличении масштаба видно, что пятерка не способна передать много мелких деталей, как на переднем плане, так и на заднем. На следующем кадре это тоже хорошо заметно. Новый iPhone вытягивает существенно больше мелких деталей, света и цвета. Видна фактура деревянной доски, и при желании можно даже догадаться, что написано на кузове. Сделанные на iPhone 5 фотографии прямо возвращают нас во времена первых аккаунтов в Instagram, которые начинал набирать популярность как раз в 2011-2012 году. Получаются такие теплые и ламповые кадры. При этом в некоторых случаях при хорошем освещении и отсутствии очень темных или очень ярких элементов на снимке HDR-фото на пятерку выглядит даже позитивнее, в то время, когда 13 Pro Max передает всю январскую безнадегу, как она есть. Напротив солнца, либо если есть яркий контровой свет, то iPhone 5 лучше даже не трогать, хотя мне больше нравится небо на левом снимке, но вся остальная часть кадра уходит в темноту. Так красиво фотографировать рассветы и закаты, как это делают новые модели iPhone, у вас не получится, хотя уверен, что левую фотку можно немного подтянуть на постобработке. Не шедевр, но на память сойдет. При этом алгоритмы 13 Pro Max иногда сильно стараются вытянуть насыщенность цвета на максимум, что может привести к появлению совсем уже кислотных оттенков, которые в жизни выглядят не так ярко. Но за такую детализацию это, конечно, можно и простить. Видна и структура заднего фонаря, и можно разглядеть отдельные капли на кузове. При искусственном освещении у старой модели начинаются, конечно, проблемы. Тут уже сочных красок конкретно не хватает. Даже М4 в таком прекрасном цвете выглядит тускловато. При этом, если звезды сойдутся, то, несмотря на блеклые цвета, пятерка может передать даже более-менее мелкие детали. Четкость, конечно, потерялась, но надпись вполне читаема. Но смотрите, что будет, если закинуть фотку с пятерки в пиксельматор фото и потом докрутить насыщенности в стандартном приложении фото. Увеличение масштаба, конечно, расставит все по своим местам, но учитывая, что iPhone 5 сегодня можно выменить на кулек семечек, очень достойно. Но постобработка, конечно же, не сделает чудо. Посмотрите, как шикарно справа передана текстура картофана. Выглядит даже слишком аппетитно. Кроме сочности и насыщенности, новый iPhone очень хорошо умеет добавлять детали и объем. У растения при искусственном освещении четко выделены, не знаю, как правильно назвать, побеги, благодаря всяким там Deep Fusion и сканеру LiDAR. Не всегда, конечно, фотографии получаются идеально и на iPhone 13 Pro Max. В этом случае новая модель перестаралась с неоновой вывеской, с которой пятерка справилась лучше и добавила красочности. В реальности этот фламинго выглядел чуть лучше, чем на фото слева. Второй пример, когда, на мой взгляд, iPhone
5 лучше передал атмосферу снимка в автоматическом режиме. Конечно, на фото справа больше деталей, информации, но затемнение получилось очень даже в тему. В случае с HomePod и при очень хорошем свете я удивился, насколько круто справилась основная камера пятерки. Мелкая сетка, конечно, не такая текстурная, но все-таки крайне достойна. При съемке, само собой, был отключен макрорежим, который вывел бы детализацию новой модели на совершенно другой уровень, но сравниваем только обычные режимы камеры. А вот с яркими диодами, лампочками или вывесками алгоритмы и камеры нового iPhone показывают все свое превосходство, особенно в темное время суток. В вечернее или ночное время от фотографий на iPhone 5 лучше вообще воздержаться. Изображение замыливается и теряет много деталей, в то время как iPhone 13 Pro Max вытягивает информации даже больше, чем мы с вами можем разглядеть собственными глазами. На самом деле съемка при плохом освещении на старой модели — это своего рода мазохизм, и опять же это даже без применения ночного режима, который я считаю одной из наиболее крутых фишек, которые когда-либо появлялись в камерах смартфонов. Как и оптическая стабилизация видео, и хотя в пятерке не так все плохо со стабилизацией, как, например, на iPhone 4, но это же совершенно два разных видео на выходе. В iPhone 5 используется цифровая стабилизация, и можно заметить каждый мой шаг, а iPhone 13 Pro Max — оптическая стабилизация со сдвигом матрицы, как будто используется стабилизатор. Про общее качество, я думаю, не стоит говорить, все видно и так. Любителям селфи, кстати, тоже один пример. Тут тебе и небо, и свет, и детали, и алгоритмы вытянули насыщенность, в общем, стал красивее, чем в жизни. Если немного подвести итоги сравнения фотографий на основную камеру, то новые модели не только лучше справляются практически в любых условиях, но и существенно упростили эту самую съемку. Весь процесс занимает не 1-2 секунды, не нужно супер ровно держать смартфон или выбирать освещение получше. При этом, если добавить достаточно света, на пятерку можно даже сделать вполне приличные фотографии. Не шедевр качества или детализации, но для памятных моментов вполне себе сойдет. И это не говоря о всяких новых режимах съемки, например, тот же ночной или макрорежим, либо телеобъектив. Регулярно пользуюсь этими фишками и принимаешь это уже как должное. Работа, которую проделали производители смартфонов, камеры, софта, даже не только Apple, по-настоящему заслуживает уважения. Если вам кажется, что из года в год ничего не меняется, то возьмите какой-нибудь устаревший смартфон, которому уже 5-7 лет, и после этого сравнения вы увидите разницу. Хотя старичок не так и плох, как я думал. Спасибо, что посмотрели, надеюсь, было интересно. Лайк, подписка. Увидимся в следующих видео. Всем пока!